Как я и обещал, показываю упражнения, которые одновременно и разблокируют шею, плечевой пояс, и в то же самое время дают максимально глубокий, хороший психологический эффект в короткое время. И настолько простые и естественные, что даже применимы для людей с серьезными эмоциональными стрессовыми реакциями, такими как высокая тревожность, ступор, подавленность, депрессивными реакциями, даже психосоматическими. Достаточно просты и безопасны. Особенно если внимательно слушать инструкцию, делать их поэтапно. Так вот, возвращаясь к самому простому. Я говорил уже, простая вещь, да, стресс-реакции обязательно отражаются на нашей шее, на нашем вот этом челюстном горловом аппарате, на наших плечах и на координации речи, дыхания и движения. И в соответствии самый умный способ работать с ними — это и разблокировать мышцы, и синхронизировать это с дыханием, а желательно и с эмоциональным звуком. Но людям со серьезными стрессовыми реакциями иногда вначале сложно, и мы начинаем с самого простого. Если вам интересно даже проверить эту связь стресс-реакций, насколько они глубоко зашли, прямо вот физически осязаемо, начнем с того, что мы назовем тестом. Мы знаем об этой связи, и большинство профессионалов замечает, что человек, застрявший в эмоциональных стресс-реакциях, часто не может расслабить шею. Можете прямо со мной пробовать, можете ли свободно двигать, чтобы она пластично двигалась, как голова, как кончик кнута. Не могут свободно двигать плечами, для этого нужно сделать какое-то усилие, или двигать ими телом целиком. Не могут широко раскрыть рот. И следующий этап проверки — это координация дыхания, голоса, звука и движения. И тут мы обнаруживаем, что даже люди, которые могут сделать вот так, как индусы делают, они не могут сделать это на фоне свободного и немножко шумного дыхания. Шумное. Шея, отражающая вот эту самую застывание, страх потерять контроль, может схватываться. Можем или дышать, или говорить, или расслаблять шею. И вы тестируете, насколько свободно вы можете говорить, дышать при этом, не останавливая ни движение, не напрягая, не застывая шеей, продолжая дышать, и даже разговаривать в данном случае, а может быть даже и жестикулировать одновременно. Можете ли вы поднять и бросить плечи? Или для этого нужно вывести себя из привычного состояния и сделать усилие? Можете ли вы поднять и прям сбросить, чтобы они обмякли? И теперь, соединяя это вместе с дыханием, мы этот тест превращаем уже в первое упражнение. Поднять руки, проследите, чтобы они могли брякнуться на что-то мягкое, как на бедра, там, на подушку какую-нибудь. Можно прямо со мной вот так вот соединить вдох с поднятием рук, не напрягая ничего лишнего. Проверяйте пластичностью, красиво ли они поднимаются, может ли вы сделать так, а потом бросить их. И сможет ли пропустить волну, чтобы она прошла как через тело до головы, как плеть, да, чтобы голова, как кончик плети, еще могла провести вот эту вот волну здесь, 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 а может даже через весь позвоночник. И не напрягайтесь слишком сильно, если... Вообще не напрягайтесь в этих упражнениях, насколько получится, да. Не напрягайтесь, если не получается, потому что подавляющее большинство людей не получается сходу легко, если они не тренируются в этом. Другая сторона, те люди, которые тренируются в этой способности быть пластичным, синхронизировать дыхание, движение и речь, они действительно менее подвержены стресс-реакциям, они могут выдержать больше, восстановиться быстрее, перенастроиться, не зацикливаться. Я уже намекаю о чем. Психологические содержания этих упражнений, кроме способности расслабиться. Пробуйте. Это я продолжаю эту идею, как будто волна вот она прошла вниз, а потом вверх. И в этом упражнении тело вам подсказывает, где зажато и как найти вот эту вот какую-то красоту, что ли, изящество. Неважно, вы можете быть пухленькими, как я, квадратненькими, но тем не менее какой-то уровень пластичности он все равно поддается. Но если это сложно, это же была просто тест, насколько вы чувствуете, где ваше тело не пластично, где не скоординировано. И пока можете на слово поверить, коли это быстрое видео,
что эти вещи связаны со стресс-реакциями напрямую, отражает. Но, тем не менее, получилось или нет в той или иной степени, это просто намекает, где вам нужно расслабляться, где вам нужно научиться пропустить вдох или отпустить выдох. Мы начнем с простого. Важно. Спецэффекты и техника безопасности. Да, действительно, эти упражнения вызывают эффекты типа головокружения, покалывания, мурашки, тепло, жар, холод, дрожь, какие-то там спазмирования. Все это безопасно. На самом-то деле физиологически. Это безопасно, и мало того, это сопровождает полезный эффект разгрузки, сброса напряжения, перезапуска. И после этого чаще всего попускают. Но у людей, склонных к паническим реакциям, иногда сами по себе непонятные реакции тела раскручивают их вот этот механизм паники. И если у вас бывают панические атаки, то это бывает похоже. И понятное дело, здоровая логика. Тогда замедлитесь, приостановитесь, делайте так, как вы готовы переваривать, не торопясь, делая паузы, медленнее, находя интуитивно способ так, чтобы вам становится легче, а не хуже. Но желательно, чтобы все-таки необычные эффекты, вот физические реакции, спецэффекты были. Потому что они показывают о том, что идет переработка, идет разрядка. Они сопровождают глубокое расслабление. Да, и с точки зрения безопасности, первое, то, что я сказал, приостановиться, замедлиться, чувствовать, насколько прикольно, комфортно. Второе, делать сидя. Чтобы расслабившись, вам было на что опереться, желательно было, чтобы была даже спинка. Понятное дело, не делать это не за рулем, не делать это лежа в воде, были прецеденты. И желательно не делать это на ходу тоже, когда ваша координация и ваша безопасность связаны напрямую. Вот, в общем-то, и все. Просто вдыхаем, поднимаем плечи. Выдыхаем, бросаем плечи, расслабляя. И желательно еще открыть челюсть, рот и даже вздохнуть если получится. Но это не обязательно. Лучше все синхронизировать. Дыхание, движение, расслабление. Вдох. Расширение. Выдох. Расслабление. И пробуйте продолжать, пока я рассказываю, раз, другой, третий, пробуя найти те мышцы, которые, возможно, еще напряжены, и, бросив плечи, дорасслабить их. И можно даже, вдохнув и выдохнув, задержаться и наблюдать какое-то время, как вы можете еще чуть-чуть расслабить плечи, чтобы они все больше опускались на выдохе. Желательно с шумным вздохом, вот это вздох, если получится. И расслабить, чтобы обмякло. Можно уже сюда добавить, поднять руки со вдохом, и старайтесь их скоординировать. И бросить на бедра или мягкую подушку. Так, чтобы они обмякли, упали, тяжело брякнулись. И даже, чтобы шея немножко обмякла и расслабилась. Вот еще один компонент. Больше мышц, которые бывают зажатыми, ближе к межлопатью. Вы соединяете лопатки вместе со вдохом. А на выдохе отпускаете. Не надо сжимать губы, это я так, чтобы вам слышно было. Лучше расслабите. Не парьтесь дышать носом или ртом, как удобнее. Чуть-чуть лучше ртом, но если это сложно, не заморачивайтесь. И теперь добавляете, вдыхаете, соединяете лопатки и еще поднимаете плечи одновременно. 2 движения на вдохе, а потом на выдохе, и чувствуете, какие мышцы при этом теперь отпускают. Вы можете расслабить. Соединяете на вдохе лопатки, поднимаете плечи и чувствуете, что еще можно расслабить. И не обязательная, но все-таки достаточно полезная часть, когда вы еще к этому добавляете компонент, когда вы на вдохе поднимаете руки прям хорошенечко, тянетесь вверх вместе со вдохом. И уже теперь на выдохе бросаете.
руки, а если у вас все в порядке, более-менее все в порядке шеи, то и голову тоже. Чтобы шея привыкала расслабляться вместе с выдохом, тренируя тело к способности отпускать, переключаться, расслабляться. Вот. И чем это хорошо в дополнении? Тем, что вы продлеваете, растягиваете вдох, расширяет диапазон своей стрессоустойчивости, вы включаете диафрагму и межреберные мышцы, разблокируете дыхательные резонаторы там, и они же расслабляются на выдохе, провоцируя не только более глубокое расслабление, более глубокую переработку стресс-реакций, провоцируя мышцы стать пластичнее, сбросить лишнее напряжение и расслабиться по итогу. И есть еще несколько эффектов, которые просто не в коротком видео раскладывать, очень прикольно. И на этом этапе можно еще добавить то, что демонстрировал в начале. Пробуйте дышать просто так посапывая, как засыпающий человек, разбалтывая шею и голову, чтобы чувствовалась свобода. Не просто, чтобы вы двигали намеренно, а вот как вот болталась голова и в суставе верхнем, там, где шея соединяется с головой, и в суставе нижнем, там, где шея соединяется со спиной. И бывает так, что одним людям дается один компонент расслабления, но не дается другой, что отражает особенный рисунок стресс-реакций, застывания, напряжения, незавершенного действия. Не обязательно это конкретно знать, просто об этом знать достаточно. И тогда, если ваша шея меньше расслабляется, тоже можно поэтапно, поворачивая голову в одну сторону вдох, в другую выдох. И пробуйте уже делать это как более изящное, более полукруговое, а то и круговое движение. Если у вас проблемы с шеей, протрузии, назад запрокидывать не стоит. Просто уменьшите диапазон. Главное, чтобы появилась пластичность, чтобы мышцы стали пластичными. Не надо дотягивать их до предела. Главное, чтобы они не держали, не застывали. Вот он, малый диапазон, пожалуйста. И пробуйте пританцовывать, можете включить музыку. У меня вон тут вот речка напевает музыку, я слышу ее ритм. И она подсказывает мне внутреннюю мелодию. Вы можете включить какую-то мелодию, под которую голова будет танцевать. Спонтанный танец. Вот. И желательно, чтобы вы не выбирали, как двигать, а именно отпускали ее. Вот это будет отражено в том, что у вас взгляд или глаза полуприкрыты, или взгляд плывучий такой, текучий. Вот, потому что вот этот самый страх отпустить контроль, напряженность связана со сосредоточенностью, напряженным взглядом и напряженной челюстью. А вы можете его расслабить, расслабив шею, отпустив вот этот вздох с голосом, бросив руки и плечи, и одновременно раскрыв дыхание, чтобы вдох не был каким-то насильственным и тяжелым, а естественным. Ничего, вы вдыхаете. И можете позже подключить, это же синхронность, да, и руки. На выдохе можно чуть надавливать. Можно даже чуть-чуть толкать землю, то ли сидя, то ли прям вдыхая, подниматься. Да, действительно, многие привыкли делать выталкивающие движения на выдохе, но в данном случае это немножко другой оборот. Хотя делать на выталкивающий на выдохе тоже здорово, особенно людям, у которых застряла вот этот внутренний конфликт, связанный с подавлением злости и бессилием. Злость накапливается, выплеснуть некуда. Тогда да. Топать. И если даже нет возможности наказать вот этих злых злодеев, обидчиков, то вы хотя бы можете злость из себя выбросить и не держать это вместе завязанная злость с бессилием внутри себя, разблокировать свое тело. И, пожалуй, достаточно.